Если тормозит YouTube, в описании и в первом комментарии ссылка, как бесплатно ускорить. Недавно «Новая газета» выпустила фильм «Вернувшиеся». В нем нет ни моральной оценки, ни какого-либо призыва. Только монологи россиян, вернувшихся с войны. Мы считаем важным рассказать вам об этом фильме и на его базе поговорить о том, что происходит сейчас с нашим обществом и с людьми, вернувшимися с войны, конечно. Предупреждаю, мы будем показывать фрагменты фильма, и некоторые моменты могут шокировать. Этот ролик нам помогла подготовить практикующий психолог из России. За 3 с лишним года войны физически вернулось уже довольно много людей. Но вернувшиеся не до конца все уверены, что они вернулись. Снились они мне часто, и там, и здесь. Но был такой один сон, и я понимал, что я остаюсь среди погибших. И помню, что кто-то из ребят сказал: мы очень злые. И я задал вопрос: почему? А получив на это ответ, они говорят, что нас оставили там. Я сначала долгое время не понимал, почему это. Потом начал понимать, что именно в плане того, оставили их тела там. Поэтому я... Вот цель у меня стоит, одна из целей — достать своих ребят. Я очень хочу их достать. И пока я это не сделаю, я, наверное, не успокоюсь. Было чувство такое, опять же, мои размышления внутренние, что те люди, которые находятся дома в России, они выйдут, да, и выступят с каким-то протестом, как бы выйдут люди на улицы и поднимут, да, вот этот вопрос, типа, а зачем это все, для чего, с какой целью, и что надо прекратить и вывести войска. Думаю, что вот нас просто забыли. Разбирайся как хочешь. В этих двух отрывках речь идет о мертвых и о живых. Но звучат они, по сути, одинаково. Людей оставили там. С точки зрения психологии, у беды этой есть две грани. Потенциальная ПТСР и неизбежная травма. И то, и другое необратимо калечит психику и жизнь человека. Ни то, ни другое не остается проблемой одной головы, поскольку всегда выплескивается наружу. Посттравматическое стрессовое расстройство почти сразу несет зримый вред и угрозу для окружающих. Это комплекс симптомов, которые сильно нарушают социализацию человека, приводят к зависимостям, вспышкам внезапной агрессии, психозам и другим опасным проявлениям. Общественной проблемой такая симптоматика становится мгновенно. От нее страдают близкие человека с ПТСР и могут пострадать случайные люди. Ведь приступ может случиться в любой момент, и тогда контролировать свое поведение человек не сможет. ПТСР возникает далеко не в 100% случаев, а грамотная реабилитация может и вовсе предотвратить его развитие. Но в российских реалиях оздоровительные меры не применяются, а обстоятельства вокруг пострадавшего складываются максимально подходящим для формирования ПТСР образом. Травма же созревает дольше, заметно меньше, но становится трансгенерационной, то есть передающейся в поколениях. И вот материал из учебника, описывающий события и симптоматику прошлого, вдруг случается сегодня в реальности. В 1944 году американский военный художник Томас Ли написал картину «Взгляд на 2000 ярдов». На ней человек, психика которого получила сокрушительный удар и в каком-то смысле повернулась внутрь себя. Человек как будто смотрит в жуткую бездну, и в нее же придется посмотреть и нам. И ПТСР, и психическая травма среди множества проблемных проявлений включают в себя мощное чувство вины. Если бы меня не подорвало, они бы не побежали. Меня спасать. Они, как братья, просто побежали, и их уже никто не вытащил. Несправедливо. Первые дни в госпитале я дико плакал, страдал из-за того, что я на себе ощущал, что из-за меня пацаны погибли. Было тяжко, морально. Привезли 2 раненых министерских пацанов. Одного, мы подхватили помощь, чтобы
вынести их. Вынести и сразу в операционную занести. Вот. И выгружая одного, у него был отрыв ноги, нога на сухожилиях рядом лежала, прямо на носилках. Вот. Положили, вот, его положили, и когда спустились обратно, это буквально, наверное, заняло 3 минуты, может быть, 4. Вот. За вторым мы его поднимали, когда мы уже поднимали его, он еще, хрипел, хотя там рана была, то есть глазное отверстие, не знаю, что, либо пуля, либо осколок вместе с виском, просто вот, вынесено. Ну, еще подавал признаки жизни. Вот. Мы его подняли, и когда мы уже положили на операционный стол, и мы отвернулись выходить, подошел врач, говорит, зачем вы, говорит, мертвеца принесли, положили на стол. Я говорю, как мертвеца? Он еще хрюкал, хрипел, когда мы его еще подносили. То есть, звуки были из горла, из гортани. Тут не, говорит, все. Вот, и я вот думаю, что, конечно, это зря я такие мысли вокруг себя в голове держу, но если бы мы его первого занесли, то, может быть, вот эти 3 минуты они сыграли свою роль. А может, и не сыграли, потому что там действительно, может, это последние вот были его, вот эти вот хрипы гортанные. Хотя, на нашей вины в этом нету. Нам кого подали, мы того и взяли, принесли. В этих высказываниях с точки зрения психологии примечательны 2 момента. Первый – опосредованная вина. За то, чего сам человек не совершал. То есть, технически он не виноват. То, что он чувствует, называется виной выжившего. Когда близкий или хотя бы знакомый человек умирает внезапно, те, кто остался жив, винят себя, что не предотвратили или даже спровоцировали смерть. Но это чувство обычно не имеет отношения к реальности и является чисто травматическим образованием. Второй момент. Во всех эпизодах речь идет о смерти своих. Потому что такая вина более выносима и социально приемлема. В остальном же подобное часто замалчивается, ведь вину за собственноручно совершенное деяние принять тяжело. А еще для человека куда страшнее, что он как бы становится для всех плохим. Тогда вина либо не осознается вовсе, либо рационализируется и никогда не озвучивается. О подобном молчали ветераны и жители блокадного Ленинграда. О том, что навсегда осело в поведении, неосознаваемых и психосоматических реакциях их потомков. Когда у вины есть разветвление, когда человек испытывает вину за гибель своих, а за гибель противника нет, это еще и признак расчеловечивания. Расчеловечивание тоже один из вариантов психической защиты, эксплуатируемый в том числе пропагандой и командованием. Пойти убивать людей сложно, а уничтожать противника, а не убивать людей, легко и почетно. Вот это, мол, свои ребята, их смерть ужасна, их невыносимо жаль. А где-то там какие-то они, какой-то анонимный противник. Он как бы и не совсем человек. А все зло – производственная необходимость. В итоге психика выдает такие вот вещи. Выстроена в голове какая-то такая, говорю же, позиция и самозащита психики, что я не убивал людей, я уничтожал противника. Вот и все. А если ты к этому не готов, то тебе и делать там нечего. Если бы у них были повязки другого цвета, они бы ничем от нас уже не отличались. Там те же люди также разговаривают, также упертые, такие же одновременно смелые, такие же одновременно тупые. Родственники у нас тут общие, друзья, знакомые. Просто как так все это получилось, непонятно. Среднестатистического украинца или среднестатистического солдата ВСУ меня не навеет. Лично как-то слишком глубоко нет. Другое дело, что работу работать надо делать, это другой момент. Комбатанты одновременно и понимают, что внутри них живут совершенно запредельные воспоминания и опыт, и не понимают этого. Например, один, рассказывая, как был ранен сам, уточняет, стоит ли продолжать, как бы осознавая, история может звучать невыносимо для других. На часы посмотрел, глоток сделал, и случился взрыв.
Сознание я не терял, то есть все помню, как бы. Вот это вот тогда мне ранило. Дальше рассказывать? Но про вражеские трупы этот же комбатант говорит легко и обыденно. Лежит 4, и нас 4 лежит. То есть, ну, это уже он там немножко разлагается, начинает. Бурлит, журчит, надувается. Как бы и мягче, и теплее. Вот, наверное, так. Это не голая земля, а все-таки труп. А сверху бронежилет, как одеяло. Ночью теплее с ними. Так психика приходит в состояние расщепления, вытесняет негативное за пределы собственного «я». И наступает обыденность зла. Человек не может не знать о том ужасе, который пережил или совершил, но одновременно и не может знать. Так появляются противоречащие фантазии и убеждения. И оправдания. Ведь никто не хочет быть плохим. Никому не враги обычные украинцы. Но нас, мол, заставили, это работа, я защищаю родину. Психика просто удерживает эти убеждения, чтобы как-то функционировать. Нужно найти объяснение, найти большой смысл. Так легче пережить и утрату близких, и собственные преступления. Я так понял, за территорию больше за что еще воевать? И за независимость. Нам, вот люди же захотели, я лично их видел, которые хотят, чтобы они к России относились, чтобы Донецк и Луганск наш был. Мы воюем за суверенитет, чтобы они не влезли. Понимаете? Мы-то к ним не лезем, а они-то зачем к нам лезут? Украинцы нам не враги. Но они тоже должны осознавать, это один народ. Они должны это осознавать. Это один славянский народ. Вам промыли мозги. Запад вам такие мозги промыл. Так, столько поколений у вас испорчено просто. Вы даже сами не знаете, когда появилась вообще, Русь, где она появилась. И что такое Украина вообще? Это искусственное государство. Это часть территории Советского Союза, часть территории Российской империи. Как вы не осознаете, что Запад и Европа вашей же кровью просто обмывает это все? Вами пользуются, вас просто уничтожают. Комбатанты часто используют штампы, повторяют нарративы пропаганды и в процессе, видимо, ощущают, что картинка не склеивается. Сомнения прорываются и в речи. Герои фильма пытаются сами восстановить нарушенную логику, заполнить смысловые пустоты, чтобы фантазия, защитная конструкция, уцелела. Не знаю, как объяснить, да вообще то, что творится на Украине, Зеленский со своим народом, но он некрасиво поступает. И все равно, как-никак именно нормальные, они как братья считаются, и мы им хотим помочь. А он как пропагандирует фашизм или я не знаю. Он не из наших. Он там плодит нечисть, так сказать. Не знаю, как еще назвать. Так-то они же, по сути, братья, но потому что все же славяне мы. Древняя Русь. И государство об этом знает и это использует. Страданиям комбатантов нужен смысл, и они его находят, сами или с помощью методичек. Тем, кто не нашел или утратил, тяжелее всех. Но у таких выйти из травмы и вернуться в нормальное состояние больше шансов. Есть и другая сторона экстремальных эмоций – удовольствие. И оно может быть разным. Чувство, конечно, неприятное. Но это первый раз. А потом это нормально, это работа. Взял с собой в руки оружие. Это, знаете, как я вышел на работу. То есть при любых других условиях я не причинил бы человеку вред, да, там, здоровью, еще что-то. А здесь я просто вышел на работу, потому что я знал, куда иду. Если ты не будешь убивать, тебя убьют. Я знал об этом, и при этом, может, там, как говорится, многие думали, что по рассказам Пригожина это очень приятное занятие. Да нет, приятного здесь мало. Это необходимость военная. Когда первый раз ликвидировал, руки затрусились. Не то, что там сильно затрусились, но какое-то переживание внутри было. А потом какое-то
Вот как за радость было. То есть чем больше их ликвидировал, тем меньше наших пацанов умрет и 300-х будет. То есть к этому готовым надо быть и все. Это ж не на улицу выйти, кого-то убить. Тут есть и садистское удовольствие от вида смерти, и компенсация за собственный страх, и ощущение собственного могущества, силы, власти над чужой жизнью, или даже просто азарт. И этот зуд не закончится с окончанием войны. Часть людей, прошедших сквозь ад, принесет с собой жажду этот ад воспроизводить, и контролировать их будет сложно. Это не значит, что они сразу начнут убивать всех подряд. Но жажда будет искать выход и находить его в садизме над близкими, во вспышках агрессии, в насилии. Или в соображении, что ее вообще-то можно применить эффективно, объединиться с такими же людьми и вести какую-нибудь совместную деятельность, включающую насилие, например, бандитизм. По структуре своей такая ОПГ воспроизводит атмосферу фронтового братства, и встроиться туда вчерашнему солдату намного легче, чем интегрироваться в мирную жизнь. В мирную жизнь вернуться вообще непросто. Солдат больше не знает, что там делать. Ведь на фронте все его проблемы были решены. Не надо думать, что делать. За него подумают. И денег дадут. И медаль, почет и уважение. Главное, иди вперед и стреляй. Почему там проще на войне людям, чем здесь? Здесь, много всяких там обязанностей, забот. Там все, есть задача. Ты пришел, тебе надо там построить себе, там вырыть окоп, закрепиться, там выстоять и покушать, отдохнуть, пойти на пост. То есть там в основном ты живешь такими чувствами. И когда у тебя есть время, ты вспоминаешь о своей семье. По сути, там чувства, я думаю, отключены. Это просто работа моя. Я не думаю, там есть люди с погонами, с большими звездами, которые думают, я просто выполняю задачи и все. А вокруг свои, и солдат один из многих. Он проживает очень сильные чувства, которых в прежней его жизни никогда не было. Дикий страх, напряжение и острое ощущение, что ты жив и что ты победил. Но на самом деле, когда вокруг одна смерть, смерть остается внутри. Человек привыкает к ее виду и даже к запаху. Какая-то часть его самого навсегда умирает, а потом он возвращается к живым. Не так, наверное, ужасен вид смерти, как ее запах. Потому что это запах, он очень специфический. Мерзко сладкий. До такого, что сразу блевать хочется. Сразу я знаю, кого уворачиваются. Я не знаю, как это работает. Но рефлекс моментальный. Потом, конечно, люди привыкают. Вернувшись, комбатант понимает, мирная жизнь выглядит совсем не так, как он ожидал. В фантазиях было вернуться героем, получить от мирных уважение и благодарность. Ведь ты пошел воевать за них всех, а вернулся никому не нужным. Россияне еще помнят опыт возвращения ветеранов чеченских и даже афганских войн. Помнят истории людей без рук или без ног, от которых зачищали московские и петербургские улицы. Их еще тогда называли самовары. А еще знают, что приносят с собой люди с войны. И теперь видят узнаваемое поведение первых вернувшихся. Перепуганное общество отторгает этих людей, потому что они озлоблены и опасны, с ними тяжело и плохо. И это абсолютно естественная и понятная реакция. Себя необходимо защитить в первую очередь. Но понятно, что если эти вернувшиеся будут подвергнуты остракизму, они станут еще злее и еще опаснее. Ведь их претензия к миру и к мирным получат подтверждение. В некоторых странах ведется планомерная работа с вернувшимися, например, в Израиле, где солдаты стараются вернуть в общество. И даже при том, что там солдат общество уважает, их регулярно благодарят за службу, адаптировать военных к гражданке очень непросто. Реинтеграция – важнейший фактор развития ПТСР. Бойцам нужны занятия в нормальной жизни, отсутствие барьера между ними и мирными, а еще возможность общаться с такими же, как они, с людьми, у которых есть такой же опыт и похожие переживания. В России все происходит с точностью до наоборот. Нынешние комбатанты изолируются и выпадают из общества. С одной стороны, человек сохраняет фантазию об уважении к нему как к герою, с другой – чувствует отвержение. И 500 тысяч человек вернется обратно. Каким образом? Их будут встречать
как они себя будут вести, какая правда будет, что тогда будет. Ну, как каждому солдату хочется быть героем. Каждому солдату хочется признания его каких-то заслуг, чтобы его каким-то образом оценили. Не купил билет и через Казахстан не уехал там куда-нибудь, не спрятался, так сказать. А то, что он получил повестку, встал и пошел. Он уже достоин уважения, потому что он выполнил свой долг Родины, а Родина не оценила. Потому что Родина до сих пор не знает, как с ними, как с нами поступать. Вот оно в чем обида. Ехали так вроде как Родину защищать. Ну вот. Да пусть нажрутся, пусть подавятся. Но все равно, как бы, знаете, злоба берет за это, знаете. Идите, все будет, а в итоге, кроме своей семьи, мы никому не нужны, оказывается. Здесь вообще никому. Это важный момент. Семьям вернувшиеся, может, и нужны, но для семьи они опасны. Вспомните методички для жен военных, где даются советы не делать резких движений и не обижаться за то, что муж беспробудно пьет. При этом далеко не каждая жена счастлива получить обратно мужа-инвалида, который разрушит ее жизнь, или мужа-агрессора, который уничтожит ее саму. О том, как травма родителя или развернутый ПТСР влияет на детей, можно вообще снять отдельный ролик. Но здесь ограничимся пояснением. Такие дети не только перенимают травму родителя, они наживают собственную и несут ее на много поколений дальше. С этим необходимо что-то делать. А делать что-то возможно только через осознание. Есть чувство вины, что я взял оружие, тем более у моих родственников есть родственники, которые проживают в Украине или проживали уже, не знаю. Есть чувство вины. А того, что отказался воевать? Нет. По этому поводу никаких сожалений нету. Я считаю, что я поступил правильно. В каком-то смысле люди, осознающие реальность еще на фронте и покинувшие его, имеют больше шансов сохранить себя. Да, им сложно, они в тяжелейшем шоке, но они еще могут восстановиться. В отличие от тех, у кого реальность и вина отщеплены и расколоты. Такие люди нигде не встречают понимания. Они пошли на фронт за деньги и теперь зажаты между виной и стыдом, в которых не могут признаться самим себе. Ведь они пошли туда добровольно. Я со многими, кто туда приходил, со многими общался по этому поводу. Я у многих спрашивал, в основном финансово. Были ребята, просто очень много ребят были, где у них зарплата там 15-20 тысяч в месяц. Как на заработки, грубо говоря, ездили. Кто жилье покупал, кто там кто свадьбу. Разные моменты. Были и патриоты. Прям вот они готовы, они прямо говорили, ни деньги, ничего, вот мне надо там награда. Вот, они прям за наградами, чтобы там показать потом там внукам. Вот, я очень удивлен был. Но общество не примет ни тех, кто пошел за деньги, ни тех, кто пошел за идею. Я здесь очень долго выживаю, пытаюсь выжить. Я хочу, прийти к какой-то цели. То есть я поставил себе цель уйти как в гражданскую жизнь, и пройти это все. И вот я до сих пор еще это все не закончил. То есть я до сих пор сражаюсь, бьюсь здесь, у меня своя здесь война. Тяга вернуться, она всегда есть. То есть это самый простой вариант, это вернуться. Большинство из вернувшихся хотят обратно, в том числе, чтобы отомстить, чтобы восстановить себя и изжить нарциссическую травму. Ведь травма, получаемая людьми на фронте, неоднородна. Она может иметь разные маски. Основой остается длящаяся конфронтация со смертью, но сверху наслаивается много всякого, с чем невозможно жить. И исчезновение себя как человека, и распад идентичности, и унижение. А еще чувство бессилия и собственной слабости. Нас взяли в плен. В Киев. Да, под Киевом это был подвал, насколько мне потом стало известно, это школа разведки СБУ была.
А вот внизу был подвал, и там содержалось где-то примерно человек 120. Условия были прям антисанитария. Вот этот подвал темный, мрачный, и то есть там канистры стояли для справления нужды, ведра. Мы там же жили. Вот, и спали, и жили вот как бы в этих условиях. И я понял, что такое голодовка, что такое голод вообще. Вот, это очень страшно, на самом деле. Это очень страшно. Это пропадает сон. Потому что когда ты ложишься, закрываешь глаза, тебе еда мерещится. А, и было и все мысли только о еде. И пока мы там находились, в этом подвале, знаете, его бомбили. Прям вот это было прям страшно. Вот, и самое удивительное было вот это интервью, на котором тебя обсирали, а ты говорил: да, да, у меня такое, я ничего не знаю, ничего не умею, берега попутал, я вот, говорит, всего лишь тут, не знаю, дали оружие, взял. Обстановка еще сама, вот эта накаленная обстановка, вот этот общий страх, когда ты не понимаешь, что может произойти, куда тебя могут увезти. А бывало такое, что взяли какого-то человека, уводили и никому не говорили, куда. Просто куда-то увели его. Вот пришли, вытащили. Вот ты как бы, да, непередаваемое вообще ощущение вот этой паники, которое там было. И это еще плюс это интервью, это все накатило, и я даже вспоминать об этом не хочу. Рассказывая о своей вине, большинство героев как бы говорит: «Убедите меня, что я хороший, не бойтесь меня». Отрицание и неосознанность вины не позволяет человеку соединиться со своими чувствами. Он остается расщепленным и неспособным понимать других. Не понимает, в чем виноват, почему на него злятся или боятся. Он не видит проблемы в том, чтобы в будущем общаться с украинцами. Он же ничего плохого не сделал. И от якобы несправедливого отвержения растут обида и ресентимент. Я там, не чувствую себя перед кем-то виноватым, и никого ничего не должен. Я ни у кого там ничего не украл, никого не убил, то есть. И там войны так, я не воевал, то есть я войну себе представлял другую. Война это где ты врагов или там какой-то нацистов кого-то уничтожаешь, а тут их нету. Ни перед кем не виноват, и не за что, то есть меня обвинить, я так думаю. Вот они, конечно, например, противники могут меня обвинить, что я там пришел на их землю против них воевать, хотя у родственники, наверное. Хотя, с другой стороны, я россиянин, я пришел с другой целью служить, и зарабатывать как бы. Я сам наполовину украинец, у меня отец с Украины. Они не враги, соответственно, никакие. Вот я не знаю, у меня там родственники есть. И мои племянники, Танюшка и Зырьяна. Дай бог, что они живы, здоровы. У них здесь есть. Если как-нибудь свидимся, закончится все это, рано или поздно. И перепишемся. Хотелось бы еще поехать, я не знаю, как там это все будет дальше. Когда меня там пустят. Меня сейчас, наверное, и не пустят туда. Потому что я как бы вроде воевал, не знаю. Своих обязательств перед вернувшимися не выполняет и государство. Не все, но многие люди, рассчитывавшие исправить бедственное положение, часто оказываются в еще худшей нищете, чем были до, и теряют возможность зарабатывать из-за утраченного здоровья. Тяжело прожить, например, на пенсию 17 тысяч рублей. Ничего тяну. У меня сына 11 тысяч пенсии, он инвалид второй группы. Вот мы тянем вдвоем, на двоих 28 тысяч получается у нас. Ладно, соседи помогают там, где-то что-то. Я вышел после СВО, поработал 2 смены, я понял, что это все, это вот, коленка моя не позволяет мне работать. Вот. Пока вот такое подвешенное состояние. Вот. И много-много-много знаков вопроса. Когда я в военкомат вернулся, вставать на учет, и когда мне сказали, что мы не можем тебя поставить на учет, потому что у тебя нет прописки. Ни регистрации, ни прописки. Я говорю, а как же, указ о добровольцах?
Ну, говорит, указ указом, а говорит, мы не знаем, как с вами работать. Потому что, говорит, ну, мало того, что ты доброволец, ты еще и ЧВК. Это хорошо, что еще как бы, ну, живой, здоровый, но а что будет с теми, кто пострадал? Тоже добровольцы. Как с ними быть? Ехали так вроде как родину защищать. Ощущение полной брошенности порождает ярость, обиду и чувство унижения. И в какой-то момент большое количество травмированных людей осознает себя преданными. У кого-то осознание уже наступило, а кто-то еще держится за как бы светлую мотивацию, за родину и патриотизм. А необходимой помощи для большей части военных не предвидится. Всех этих людей объединяет не только экстремальный опыт, но и его необратимость. Война в них уже навсегда. Она часть их идентичности. Новой идентичности граждан нашей страны. Для кого-то это власть, деньги, положение, сохранить свой статус. Ради этого гибнут люди. Просто и с той стороны. И военные, и мирные, и дети, и старики. Ради этого. И твоя картина просто рушится, разбивается на куски. А вместе с ней ты разбиваешься на куски. Того, что ты там был, того, что ты сопричастен этому. С войны-то уйти можно, вернуться можно. Но вот как она из человека выйдет, я вот пока тяжело принимаю. Знаешь, тело вернулось мое, а душа там, на войне. Как бы мы ни называли этот фильм, это совершенно точно мощнейшее антивоенное высказывание, которое только можно придумать. Высказывание, понятное всем сторонам. До завтра.